Привет, друзья! Зрители моего ютубика и патроны моего патреона. Вы давно просили меня сделать мастер-класс по шумам. Дело в том, что наш любимый симулятор аналоговых цифровых схем Microcap 12 это вещь очень хорошая, лучшая даже в мире по симуляторам электронных схем. Но вот он, красавец. Но, обладая огромными возможностями во всех областях этих самых АС-анализ, ДЦ-анализ, ну, по постоянке, по переменке, переходные процессы, шумы, устойчивость и прочее, расписаны в рекламных проспектах все, что угодно. Вон, Spice Compatible, Digital Simulator, активный, пассивный дизайнер фильтров, значит, Transient анализ, AC-анализ, DC-анализ, Distortion, Worst Case, худший случай, Smoke, стресс-анализ даже, Optimizer и прочее, прочее. Даже Монте-Карло есть, да? Вот. Но во всем этом самом рекламном проспекте ни слова нету про шумы. Ноль. Да и в описании самого микрокапа всего 1 или 2 странички посвящена шумам. И наша любимая книжка Амелиных про микрокап, тоже есть у них параграф переводный из, значит, микрокаповского описания, но тоже довольно скупой и мало данных для звука, особенно в части той, что расписаны измерения шумовых характеристик сугубо для устройств с линейной чехой. А у нас ведь с вами и фонокорректор, и усилитель воспроизведения, да и другие корректирующие звенья, там, скажем, темброблоки те же самые, они же имеют нелинейные чехи. Так вот, к нелинейным чехам ни описание микрокаповское, ни амелинское не подходят. Я дальше покажу почему. Потому что, скажем, те параметры, которыми описываются, значит, шумы в микрокапе, это output noise, on-noise, выходной шум, или input noise и noise, они отличаются по содержанию своему от того, что принято в аудиотехнике. Вот. Но, правда, надо сказать и в пользу микрокапа, то, что микрокап просчитывает очень четко все виды шумов, которые присущи радиотехнике нашей, ну, схемам радиотехническим. То есть это тепловые или джонсоновские шумы, или еще они называются найквистами. Найквист в свое время, Джонсон, вернее, Найквисту когда-то передал свои, в начале 20-х годов прошлого века передал, значит, Джонсон Найквисту свои данные по измерениям. Вот, и тот тоже привнес. Поэтому тепловой шум называют то ли джонсоновским, то ли найквистовским. Но это не суть важно. Это важно то, что тепловой шум упорядоченного теплового движения электронов в любом резисторе, причем не только в резисторе, как в радиокомпоненте, а и в резисторе паразитном, который есть внутри всех транзисторов, скажем, сопротивление базы, значит, биполярного транзистора или сопротивление канала полевого транзистора. Вот. Те, кто интересуется, вот параграф 6.2.5 книги Амелиных почитайте. Тут много формул и всего прочего. Но к звуку они имеют ограниченное отношение. Вот. Потом по шумам можете почитать мою книгу «Техника высококачественного звуковоспроизведения», 85-й год. Это, значит, киевское издательство «Техника». Вот эти страницы, начиная с 62-й, 63-й, 64-й, 65-й. Видите, сколько тут формул? 66-й, 67-й, 68-й, 69-й и так до конца главы. Вот тут
все очень хорошо расписано на уровне высшей математики, а 85-й год это когда еще не было вообще никаких... О, мой котик появился. Привет, Радичек. Это мой котик пришел мне помогать. Спасибо. Идем ко мне на ручки, посидишь, помурчишь. Вот, ко мне даже котик пришел. Значит, можете почитать вот эти вот странички. Эта книга есть у меня в Патреоне в бесплатном свободном доступе. Почитайте с 65 по 77 страницу. Но книга писалась в эпоху до появления даже первого микрокапа и второго, под досом еще. Поэтому тут куча формул, которые достаточно сложно вычисляются. Вот. А микрокап нам позволяет все эти вещи автоматизировать и не приближенно там с какими-то допущениями, а совершенно строго математически со всеми очехами, со всеми допусками, со всеми паразитными элементами, все совершенно четко рассчитать. Поэтому я предлагаю вам сейчас включить микрокап, вспомнить, как там работают менюшки, Transient, ACDC, искажения и остальные. А я вам расскажу в этом мастер-классе, как правильно и метрологически корректно проектировать шумовые характеристики всевозможных аудиосхем. Ну все, давайте начинать. Ну что ж, начинаем наш шумовой мастер-класс с простейшей схемки усилительного каскада на биполярнике с общим эмиттером. Вот он. Вы, наверное, знаете, как... все, наверное, знают уже те, которые мои читатели и патроны на Патреоне, знают, как пользоваться анализом очехи. Вот. Поехали. Вот это у нас очеха, вот это у нас FЧH этого каскада. Нам для дальнейших измерений, дальше будет понятно почему, необходимо знать коэффициент усиления схемы на частоте 1 кГц. В данном случае это 40 дБ, то есть 100 раз. Запомним эту цифру, 100 раз, коэффициент усиления на частоте кГц. Вот. Для того, чтобы замерить выходные шумы этой схемы, нам надо опять-таки... Кстати, вот меня спрашивают, а где же в микрокапе шумы? Есть переходные процессы, переменка, постоянка, гармоники, стабильность, то есть устойчивость. А где же шумы? А шумы закопаны глубоко. Относительно глубоко. Это надо зайти в анализ по переменному току, вот IC. Тут отключить очеху и овчиху и включить, такой параметр, как ONNOISE. F. Вот ONNOISE. Просто надо написать ONNOISE. А для измерения, среднеквадратического значения напряжения надо вот такую вот функцию маленькую вписать. ONNOISE это понятно, это спектральная плотность шумов на выходе. Output noise. А это SD это интеграл, а square root это корень квадратный. Это корень квадратный из интеграла по частоте, вот по частоте, из квадрата спектральной плотности. Вот таких две функции надо сюда вписать, чтобы, если мы хотим измерить. Плюс, кроме этого, обозначить в графе Noise Output наш узел, на котором мы считаем, что это выход нашей схемы. Вот. Все, поехали. Считаем. Вот. Вот это у нас спектральная плотность шума на выходе. А вот это у нас, среднеквадратическое значение напряжения на выходе. Но, ребята, надо не забывать, что мы с вами занимаемся не просто радиотехникой, а аудиотехникой. Поэтому шумы на выходе нам необходимо измерять с взвешивающим псофометрическим фильтром. Он обычно называется MEC-A или IEC-A. Он выглядит примерно так.
голубой график — это взвешивающий фильтр MAC-A. Ну, есть еще фильтры B, C, D, но мы его не используем. Значит, для того, чтобы в нашей схеме выполнить взвешивание по MAC-A, то есть, чтобы привести измеряемые нами микровольты в соответствие с тем, как наши уши это слышат. Потому что мегагерцы мы не слышим, и акустика не воспроизведет. Нам надо все шумовые измерения проводить со взвешивающим фильтром MAC-A. Где в микрокапе этот фильтр находится? Он находится в макросах. Достается это отсюда. Вот Component, Analog Primitives, Macros. И в макросах Filters. А в фильтрсах надо взять F-Weighting. Вот он. Вот такой вот weighting. Вот так вот. Обязательно выбрать тут A. Вот. И получаем, значит, макрос, который мы залазить не будем. Если вы хотите посмотреть, вот он сделан в виде, значит, источника лапласовского. Но это такое, это нам, в принципе, особенно-то и не надо знать. Нам надо знать, что он обеспечивает взвешивание по MAC-A. Ну и на выходе нам надо обозначить его как-то. Вот скажем, IEC-A weighted. Что это будет у нас узел IEC-A weighted. После этого заходим опять в меню анализа переменного тока. И вместо output пишем IEC-A VTD. Или как там я его обозначил? Ну-ка. IEC-A VTD. Вот он, да. Все правильно. Сюда мы его вписали. Как узел, в котором надо анализировать шумы. И после этого мы уже запускаем, значит, анализ. Видите, как он изменился? Вот. Значит, теперь у нас видно, что наиболее заметные шумы у нас в области средних частот, вот это 2, там, 4, 5 кГц. После 10 начинается спад. Вот. А, значит, на частоте 20 кГц у нас, сейчас посмотрим, сколько у нас будет. Ну, вернее, в полосе анализа 20 кГц у нас выходное напряжение 20 микровольт. Ну, 21 микровольт. Понятно, да? Но, ребята, мы не забываем, что это выход, а не вход. 20 этих микровольт относятся к выходу устройства. Вот сюда. А нам-то для аудиоизмерений всех необходимо привести шумы выходные, так называемые, привести их на вход. Шумы, приведенные ко входу. Есть такой термин. Почему ко входу? Потому что, чтобы не зависело, можно было разные усилки сравнивать по соотношению сигнал-шум. У нас сигнал, уровень сигнала, всегда один и тот же. А уровень, значит, усиления у всех усилков свой, разный. Поэтому, чтобы было какое-то взаимопонимание, что ли, не было бы Вавилонской башни, вот такой вот, все шумы делятся на коэффициент усиления на частоте 1 кГц и приводятся ко входу. А потом уже сигнал делится на вот этот вот приведенный ко входу уровень шума, и получается отношение сигнал-шум. Итак, для того, чтобы нам сделать эту приводку, чтобы мы считывали на наших графиках приведенные ко входу шумы, давайте разделим выходные шумы на коэффициент усиления этого каскада. А мы уже с вами его определили, что он равен сколько? 100. Поэтому что мы делаем? Вот так вот. Проще всего это сделать простым делением. Вот так вот. Раз. Разделить на 100. И тут тоже. Оп. Разделить на 100. Вот. Все. Теперь run. И вы видите, что мы получили уже, значит, оба графика, спектральную плотность напряжения шума и среднеквадратическое значение напряжения шума, уже приведенное ко входу. Давайте посмотрим, сколько оно, что оно из себя представляет. Ну, скажем, вот спектральная плотность, видите? Ну, вот тут она уже 1 нановольт на корень с герц. Вот на максимуме сколько? 2,17 нановольт на корень с герц.
Вот. Спектральная плотность определяется, имеет размерность нановольта на корень герц. А что же у нас с среднеквадратическим значением напряжения взвешенных? Вот берем верхнюю частоту анализа 20 кГц. И что мы видим? На частоте 20 кГц, при полосе, значит, обзора или анализа 20 кГц у нас выходное напряжение 209 нановольт. 209 нановольт. То есть, если у нас, скажем, входной сигнал будет 209 микровольт, это такая посредственная головка воспроизведения универсальная для кассетного магнитофона, там 0,2 милливольта, ну то есть 209 нановольт. То сигнал шум будет сколько? 209 микровольт разделить на 209 нановольт будет 60 дБ. То есть вот такая вот простейшая наша схема. Вот. Как усилитель воспроизведения, в принципе, дает отношение сигнал-шум 60 дБ. Вот мы с вами сейчас это все убедительно просмотрели. В одной из аудиоконференций как-то спросил кто-то, там даже целый спор возник, если у нас в DIV-каскаде два транзистора как бы включены по шумам последовательно, и таким образом, значит, в DIV-каскаде шумы на 3 дБ хуже, чем в единичном каскаде, то почему же, ну, вернее, было высказано предположение, что в каскоде, вот он, каскод, тут тоже как бы два транзистора последовательно включены, вроде бы тоже по шумам. И тоже каскод вроде как бы должен шуметь на 3 дБ хуже, как и DIV-каскад по отношению к одиночному каскаду с общим эмиттером. Но на самом деле это не так. Ведь в DIV-каскаде там последовательное соединение, вот тут слева и справа транзистор, и у них эти самые, значит, протекает разный ток в одном и во втором, собственный. А тут в обоих транзисторах, и Q1, и Q2, вот в каскоде в этом, протекает один и тот же ток коллектора. Поэтому в каскоде шумы не увеличиваются по отношению к одиночному транзистору. Ну, вернее, они увеличиваются, но незначительно, не на 3 дБ во всяком случае. Давайте сейчас вот проверим. У нас в общем эмиттере в одном было сколько там? 209, по-моему, это самое нановольт, да? Давайте сейчас проверим в каскоде. Вот у нас каскод. И сколько у нас тут будет? Значит, при полосе анализа 20 кГц 210,2. Было 209 в общем эмиттере, в одиночном, а тут 210. Насколько это получается? На 0,5%, да? Вот шумы каскода действительно больше, чем шумы каскада с общим эмиттером на одном транзисторе. Но незначительно. 0,5% по шумам это ничто. Вот так. Но давайте, раз уже мы занялись шумами, давайте еще одно дело сделаем. Давайте посмотрим, почему на входе малошумящих, значит, каскадов на биполярных транзисторах необходимо ставить очень большие емкости. Вот, скажем, C1 100 микрофарад здесь я поставил. Почему? Ведь по входному сопротивлению, которое здесь, ну, несколько килоом или там десяток килоом, чтобы не было завала на низких частотах, ниже, там, скажем, 20 Гц, туда достаточно 10 микрофарад поставить или даже 5. Давайте сейчас посмотрим, почему в малошумящих, значит, каскадах надо ставить побольше емкость сюда. Для этого я уберу взвешивающий фильтр, он сейчас нам уже не нужен. Вот. И проведу анализ шумов. Проведу анализ шумов при степпинге вот этого, емкости вот этого конденсатора C1. Значит, C1.
что мы делаем? Значит, во-первых, степпинг по C1 включаем. C1. Пусть у нас будет там, вот, скажем, пол микрофарады до, скажем, 50 микрофарад через, скажем, 10 микрофарад. Вот так. Вот пол микрофарада до 50 микрофарад с шагом 10 микрофарад. Плюс еще что мне надо сделать? Мне надо не ек, это я убрал взвешивающий фильтр, поэтому пишу просто output. Вот. Output. Вот. И смотрим, что у нас происходит с шумами. Видите? Если у нас емкость пол микрофарады, то у нас уже где-то с 200 Гц, частоты 200 Гц и ниже, начинают возрастать фликер шумы. Если у нас 10 микрофарад, то же самое с 10 Гц. Начинаются фликер шумы. И чем больше емкость, тем фликер шума отодвигаются в более низкую в инфразвуковую частоту. Ну, то есть, вот если поставить на пол микрофарады емкость, у нас уже на частоте 100 Гц значительно выросли шумы. При этом, что характерно, давайте посмотрим другой, как влияет на АЧХу этот же конденсатор. Анализис, AC. Вот это все позакрываем. Вот. А степпинг сохраним. И посмотрим, как у нас будет влиять, значит, наш этот конденсатор, емкость его, на АЧХу. Смотрите. Видите? Естественно, что наименьшая емкость начинает валиться раньше. Но на какой частоте? Вон, 20 Гц. 10 Гц. А шумы-то у нас, помните, начинали увеличиваться с 200 Гц или с сотни Гц. То есть, в такой схемотехнике, в таком усилителе, емкость входного разделительного конденсатора надо выбирать совсем не из условия завала АЧХи, а из условия минимизации фликер шумов. При этом его емкость надо побольше брать. Вот такие интересные пироги. Ну и если у нас уже пошла такая пьянка по вот этим транзисторным каскадам, еще один момент давайте сделаем. Я опять уберу взвешивающие фильтры. Вот, оставлю тут тоже output. И давайте сравним АЧХи на высоких частотах. Потому что общепринято, что, значит, почему каскод лучше? Потому что у него характеристика на высших частотах лучше. А давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Вот так. Сначала посмотрим АЧХу, значит, отдельного каскада с общим эмиттером. Ну, до 10 МГц. Хорошо. Посмотрим. Так. Степпинг уберем. Степпинг нам уже не надо. По входной емкости. Без степпинга. Run. Вот. Смотрим. Значит, на частоте 1 кГц опорная. А потом смотрим, где у нас будет завал на 3 дБ. Вот это дельта, вон она дельта. Вот как дельта дойдет до 3 дБ, вот мы остановимся и посмотрим на какой-то частоте. Каскад с общим эмиттером. Ну вот где-то здесь. Вот тут. Да? Значит, сколько у нас частота? Почти 3 МГц. Вон, на частоте 2,92 МГц у нас почти 3 дБ завал. Запомнили. 3 МГц, да? А теперь давайте посмотрим то же самое для каскода. Для каскода шумы вырубаем. Оставляем только, значит, АЧХу. И смотрим АЧХу. А тут АЧХа должна быть ширше. Да? Давайте посмотрим насколько. Смотрим дельту. И засекаем, где она будет минус 3 дБ.
где-то тут. Так, ну что, 6 МГц с лишним. 6 МГц вместо 3. То есть, да, Каскод более высокочастотный на тех же самых транзисторах по сравнению с каскадом с общим эмиттером. Но эта высокочастотность, ребята, в 2 раза. Много это или мало? Ну, я не думаю, что это очень много. Тем более, что для звукотехники 3 МГц или 6 МГц, ну, это, в общем-то, по барабану. Мы работаем с частотами до нескольких десятков килогерц. Вот такая у нас правда про про каскоды. По шумам и по, значит, АЧХ. Если по АЧХ каскод в 2 раза, грубо говоря, лучше, чем каскад с общим эмиттером, то по шумам он даже на 0,5% хуже. Ну вот, с простейшими схемами, вернее, с шумовым анализом простейших схем мы разобрались. Давайте теперь посмотрим что-то более серьезное. Например, вот мой фонокорректор SU 21 век, версия 5. Вот эта его схема. Значит, я заблаговременно прикрутил на выход взвешивающий фильтр по кривой А, EAC A-weighted. Давайте теперь посмотрим по нашей методике, значит, что надо сделать, чтобы измерить, значит, уровень шума, приведенного ко входу, и отношение сигнал-шум. Вспоминаем. Первое, что надо сделать, измерить коэффициент усиления на частоте 1 кГц. AC. Так. И смотрим коэффициент усиления на частоте 1 кГц. 48, ну 49 дБ, да? 49 дБ. Подставляем 49 дБ в пересчет. 49 дБ это у нас 282. Ну или 281, да, раз. То есть коэффициент усиления винил-корректора моего на частоте 1 кГц 281. Запомнили. Теперь определяем взвешенные шумы на выходе. Анализ. АЧХ отрубаем. Включаем aNoise, разделенный на 281. И square root от интеграла от aNoise в квадрате, тоже деленное на 281. И поехали анализ. Бжик. О. Значит, что мы имеем на частоте, вернее, при полосе анализа 20 кГц, взвешенные шумы на выходе 246 нановольт. Вот, 246 нановольт. Ну, для интересующихся можем проехаться и по верхнему графику. Это, значит, нановольты на корень из герц. Вы видите, что максимум шума, шипа в районе 2-3 кГц, 2,4 нановольта на корень из герц. Вот. 2,4. Вот такое. Так. Значит, сейчас мы давайте замеряем, значит, на основании этих данных, какой же реальный сигнал шум у фонокорректора, если на выходе его, вернее, если приведенные ко входу, это не на выходе, это уже поделенное на 281, коэффициент передачи на 281, это значит шумы, приведенные ко входу, среднеквадратические, 246 нановольт, то есть 0,246 микровольт. Ну, будем считать 246 нановольт. Да? Да. Значит, проверяем. Значит, во-первых, мы в числитель вписываем 5 миллионов нановольт. Это 5 милливольт. 5 милливольт это 5000 микровольт или 5 миллионов нановольт. Это стандартный уровень входного сигнала
головок звукоснимателя с подвижным магнитом на частоте 1 кГц. 5 милливольт делим на сколько я там сейчас уже забыл. На 246 нановольт. Делим на 246. 246 нановольт. И получаем сколько децибел? 86,2. Значит, сигнал-шум моего фонокорректора составляет 86,2 дБА. Децибел, взвешенных по А. Вот такие пироги. Очень даже недурственно. 86, да? Значит, давайте теперь вот что сделаем. Для следующих измерений мы будем сейчас сравнивать мой фонокорректор с еще одним фонокорректором. Мы для того, чтобы эти характеристики потом можно было сравнить, мы их засунем в буфер тех самых waveform, то есть буфер графиков. Save waveform to buffer. Я их уже сохранил, поэтому второй раз не буду сохранять, но они сохраняются вот так вот. Значит, scope waveform buffer, save waveform to a buffer. Он noise на 291 и square root то тоже на 291. И тот график сохранен. Вот. Вот такие пироги. Классно, да? Теперь еще, перед тем, как перейти к следующей схеме, давайте еще на одно обратим внимание. Запомним. Значит, у нас сейчас 246 нановольт, да, на выходе. А сейчас мы сделаем вот что. Я возьму и закорочу вход. Сейчас-то у меня вход 150 килоом. Значит, ну и нормальная головка и все прочее. Но некоторые недобросовестные изготовители, значит, фонокорректоров, в том числе иногда и даже Yamaha это себе позволяет, что характерно. Я в каком-то из описаний Yamaha на какой-то винил-корректор обнаружил, что они там пишут, а у нас вон 90 децибел, но с закороченным входом. Потом сначала пишут 90 децибел большими буквами, а потом в скобочках мелким шрифтом с закороченным входом. Вот давайте сейчас закоротим вход моего винил-корректора и посмотрим, насколько уменьшатся шумы. Я возьму не 150 килоом напишу, а 0. То есть я взял и закоротил вход усилителя. Сделал закороченным входом. Ну, не закоротил его проводом, потом, чтобы не менялись узлы схемы, чтобы количество узлов схем не изменилось. Давайте сейчас посмотрим, что у нас будет с шумами. Жик! Ага, видите? Было 245, а сейчас сколько будет? А сейчас у нас будет, ребята, 116, ну 117, видите, 245, а стало 117, а мы только закоротили вход. Вот что значит, ну, некорректное измерение. Или некорректные условия измерений. Сейчас мы просчитаем, значит, 246 разделить на 117. Ну-ка, 246 разделить на 117. Сколько это будет в децибелах? На 6,46 децибела. Больше, чем в 2 раза. То есть на 6,46 закоротко уменьшает шумы. Вот вам и 90 децибел. Если у меня было 86, да плюс 6. Это будет 92 децибела, 93 децибела. Вот откуда и берутся эти цифры, понимаете? Чтобы вы понимали, что нельзя так делать. Никто никогда с закороченным входом винил-корректор в реальной жизни не использует. А закоротка приводит к тому, что вот этот вот резистор и входные шумы не протекают через головку и не создают тут лишнего напряжения. Вот, то есть это разница 6,46 децибела. Больше, чем на 6 децибел. Это чтобы вы все знали. Вот такие пироги. Ну вот, с моим вроде корректором мы все разобрали. Теперь давайте перейдем к следующему. А следующий винил-корректор, это у нас, значит, вот на этом вот форуме, theaudio.com, англоязычный форум,
Появился, я так подозреваю, мой старый знакомый Леонев. Это никнейм, насколько я помню, Леонида Ивановича Редика. Это мой старый друг, еще со времен 2000-х годов. Он даже в моем журнале «Радио Хобби» как-то году в 2000 или 2001, сейчас я точно не вспомню, наверное, в 2001 поищите, значит, опубликовал свой вариант обновленного ОМЗЧ высокой верности на тогдашних свежих, более новых компонентах, да еще и немножко компьютеризировал его. Ну, то есть микроконтроллер строил для управления и для дистанционки, по-моему, и для интеграции. Ну, короче, был ОМЗЧ высокой верности 2001 года Леонида Ивановича. Так вот, сейчас Леонид Иванович вот в этом англоязычном форуме предложил схему вот этого винил-корректора, который он назвал TIA. Trans-Impedance Amplifier, трансимпедансный усилитель. Это усилитель, у которого головка подключена к инвертирующему входу операционника. Не к неинвертирующему, а к инвертирующему входу. В результате, значит, для чего это сделал, как Леонид Иванович рассказывает? Он это сделал для того, чтобы устранить зависимость АЧХи всей нашей системы, головка плюс предусилитель, от паразитной емкости вот этого соединительного кабеля. Видите, C2. Это емкость соединительного кабеля и, значит, паразитных остальных там разъемов, кабели, что же раньше разные бывают. Так вот, в зависимости от емкости этого кабеля у обычной схемы включения, когда, ну, в том числе и моей, схемы включения, когда у нас подключается к неинвертирующему входу, вот в этой схеме емкость кабеля и паразитные емкости влиять не должны. Давайте сейчас это проверим, кстати. Вот я делаю анализ AC, так, и сделаю степпинг по конденсатору, по-моему, C2, да? Да, сделаем степпинг по C2. И посмотрим, будет ли влиять емкость кабеля на, значит, АЧХу всей системы. Степпинг C2 от 50 пик до 1000 пик возьмем, сделаем, да? Давайте посмотрим, будет или не будет чего-то. Жик! Видите? Вон там только на самых высоких частотах чуть-чуть размылось, но совсем это самое, уже на 50 кГц. А в звуковом диапазоне практически никакого влияния. Здорово! Это молодец, Леонид Иванович, что действительно такое сделал. Да, давайте еще и заметим, что на частоте 1 кГц сразу для шумовых измерений. Для шумовых измерений заметим, что у нас на частоте 1 кГц 40 дБ, то есть 100 раз. Вот так. Значит, мы убедились, что C2 у нас не влияет на АЧХу. Это здорово. А теперь давайте посмотрим. Я взвешивающий фильтр, я уже заблаговременно сюда посмотрим, что же у нас по шумам. Вот, по шумам в этом усилителе. AC, АЧХу я отрубаю, а врубаю, значит, известные нам вещи. Степпинг надо отрубить по C2, чтобы он нам больше не мешал. Мы уже убедились, что C2. Значит, и включаем, значит, шумы. Причем в шумы я подгрузил еще, если вы заметили, и то, что у нас в буфере. Видите, буфер и буфер. Буфер — это то, что мы сохранили для моего предусилителя. Значит, ну, для моего фонокорректора. В буфере у нас и спектральная плотность шумов, и среднеквадратическое значение. И сравним его сейчас с редиковскими. О! Красота! Тра-та-та! Значит, на этих графиках красным цветом это шумы схемы Леонида Редика, зеленым моего СУ 21 век. Сверху это спектральная плотность шума, а снизу, вот на 20 кГц, это среднеквадратическое значение
приведенных ко входу взвешенных по МЭК-А шумов. У меня, как вы помните, 246 нановольт. У Леонида в схемы 429. Видите, да? При этом, значит, у меня на килогерце спектральная плотность 2,3 нановольта с корень герц, а у Леонида почти 6. Ну, 5,9 нановольтов на корень из герц. Давайте сразу подставим эти 428 вместо моих 246 и посмотрим, насколько децибел среднеквадратические шумы у редика, или сигнал-шум, будет хуже, чем у меня. Значит, сколько еще раз я забыл? Сейчас, секунду. 429 нановольт. Сюда пишем 429. Вычисляем. Было 86 у меня, а у Леонида 81. Тоже очень недурственно, 81 децибел. Вот. Но все-таки заметно, на 5 с лишним децибел хуже. Вот. Вот такие пироги. Теперь я напомню, что года 2 и 3 назад у меня было несколько видео по схемотехнике винил-корректоров у меня в ютубике. И я там довольно подробно объяснял, что использование инвертирующего включения для малошумящих усилителей – это плохая идея. Сейчас мы видим, что не инвертирующий и инвертирующий, ну, почти в 2 раза хуже по шумам. И по спектральной плотности, и по среднеквадратическому значению взвешенных шумов. По сигналу шуму. Ну, в 2 раза. Ну, достаточно много, да. Хотя 81 децибел у Леонида вроде и не так уж и много, но все же, смотрите, многовато, да? Вот. Хорошо. Запомнили, что там 6 нановольт на корень с герц. А давайте теперь посмотрим, сколько у АДшки 745. Вот даташит на AD 745. Это ультрамалошумящий операционник с фетами на входе AD 745. Так вот, на удивление, смотрите, у него входные шумы меньше 3 нановольт на корень из герц. А в схеме у Леонида, сама схема, аж 6 нановольт на корень из герц. Видите, в 2 раза больше. Если бы он применил эти AD745 по схеме неинвертирующего включения, то у него бы шумы были намного меньше. Он в пределе 3 нановольта на корень из герц. То есть практически как у меня. То есть AD-шка 745 шумит достаточно мало. Для того, чтобы нормально использовать ее в винил-корректорах. Но в инвертирующем включении это плохо. Почему? Давайте обратимся вот к тошибовским описаниям, в которых очень хорошо это расписано. Оказывается, в схеме инвертирующего включения операционник шумит больше, чем в аналогичных условиях в неинвертирующем включении. Обратите внимание вот на 3.14. Это неинвертирующее включение операционника. АВ – это коэффициент усиления для сигнала. А АН – это noise. Это коэффициент усиления для шумов. Так вот, в неинвертирующем включении операционника коэффициент усиления для сигнала и для шумов одинаковый. R1 плюс R2 разделить на R1. Вот. А слева это схема инвертирующего включения операционника. Так тут обратите внимание, что для сигнала, вот это сигнал, у вас коэффициент передачи R2 разделить на R1, а для шумов больше
Не R2 разделить на R1, а R1 плюс R2 разделить на R1. При неблагоприятном стечении обстоятельств соотношения R1 R2, ну, вернее, скажем так, по-любому, из любого положения, для инвертирующего включения операционника коэффициент усиления шума или шумовой коэффициент усиления, он всегда больше, чем коэффициент усиления напряжения сигнала. Вот почему у Леонида Ивановича вот такая вот схема, значит, шумит больше. Это даже теоретические выводы. Ну, второй тоже неприятный момент такой топологии, значит, винил-корректоров заключается в том, что АЧХ, это вполне очевидно, зависит от внутренних сопротивления и индуктивности головки звукоснимателя. Вот это Z, то, что называется, полное сопротивление, оно с частотой изменяется. И, естественно, пропорционально, вернее, обратно пропорционально вот этой вот Z изменяется и АЧХ этого входного каскада. В результате приходится вводить дополнительный потенциометр и дополнительную постоянную времени, а она сидит как раз посерединке звукового диапазона. Если вы посчитаете, скажем, полгенри и 1 килоом, это постоянное времени сидит, равно получается 500 микросекунд. Она сидит посерединке звукового диапазона. Не на краях там, понимаете, там где уже эти самые отклонения АЧХ от линейной не столь существенно на слух. А это то, что называется фильтр presence. Если будет у нас рассогласование, то это в районе 500, там несколько сотен герц. Это звуковой диапазон голосовой. И изменения АЧХ небольшие в этой частотной области, они довольно сильно режут слух. Гораздо сильнее, чем, скажем, на 20 Гц или 20 кГц, которые половину народа не слышат, а вторая половина не сможет воспроизвести своими малогабаритными колонками. А тут 500 Гц. 500 Гц посерединке звукового диапазона любой аудиосистемы, даже обычных тривиальных наушников, тех самых телефонных, доисторических, с полосой 3 кГц. Вот так. А теперь вот на примере этой же схемы я вам покажу, почему для корректного измерения шумов устройств с нелинейной АЧХ, то есть глубоко корректируемых, требуется использовать именно мою методику, то есть измерять шумы на выходе, делить их на коэффициент передачи на частоте килогерц, и только после этого принимать, что это входное, шумы, приведенные ко входу. Мне иногда возражают, ну, у микрокапа же есть O-noise, это выходной шум, а есть и E-noise, это входной шум. Но микрокап входной шум и noise определяет следующим образом. Он сначала вычисляет выходной шум, а потом делит спектральную плотность выходного шума на коэффициент усиления самого устройства. То есть он не делит на всю спектральную плотность на коэффициент усиления на частоте килогерц, а он делит эту спектральную плотность на коэффициент усиления на каждой отдельной частоте. В результате получается ахинея. Сейчас я вам покажу почему. Вот. Смотрите. Вот зеленым цветом отображена характеристика выходного шума, разделенная на 100. Но это так, как мы вот с вами делали. А это спектральная плотность выходного шума, разделенная на 100. А оранжевым цветом выделено то же самое, только не по входному шуму, а не по выходному шуму, деленному на коэффициент усиления 100, а в так называемый E-noise, то есть входной шум.
Это микрокап выходной шум делит на коэффициент усиления всех звеньев между выходом и входом. В результате получается, значит, и спектральная плотность, и результаты, ну, ахинистические. Вы видите, что на высоких задирается резко спектральная плотность, и на низких. А результирующее среднеквадратическое значение, вон, как мы с вами тогда вычислили у Леонида, 428 нанофарад, нановольт на частоте 20 кГц РМС, да? Значит, в полосе, вернее, 20 кГц. А для инойса получается аж 2 микровольта. То есть в 5 раз выше. Якобы, значит, коэффициент, этот самый, напряжение шумов в 5 раз выше. То есть это огромная погрешность, и сама спектральная плотность не соответствует действительности, да и результат измерения тоже не соответствует действительности. Видите, да? То есть методика, которая микрокапная, и методика Амелиных, описанная в книжке по микрокапу на русском языке, она годится сугубо для устройств со строго линейной АЧХ. Для наших устройств требуется только моя методика. Иначе получите ахинестический результат и не будете понимать, откуда у вас такие здоровенные шумы. Ну и в заключение давайте по-быстренькому пройдемся еще по одной схемке. Измеряем шумы моей версии ОМЗЧ высокой верности 85-89 года, которая была модифицирована в 2021 году Денисом Шавровским специально для нашего друга Гриши Пацара. Причем мы выходные транзисторы поменяли, а входной операционник 574OD1 оставили. Давайте сейчас по моей методике быстренько пробежимся и померяем, значит, шумы в ОМЗЧ высокой верности. Значит, во-первых, мы смотрим AC, и определить мы должны коэффициент усиления на частоте 1 кГц. Так, вот он. Равен он 30 и 366 тысячных децибела. 30 и 366 децибелы. 30, 366. Ага. 30, 366 тысячных децибелов коэффициент усиления. То есть это 33 раза. 33, видите, это 32,98, это 33 раза коэффициент усиления ВВшника на частоте килогерц. 33 раза. Теперь что мы делаем? Запомним 33 раза, во-первых. Во-вторых, достаем из компонентов макросов фильтрс, взвешивающий фильтр МЭК-А. Type A. Окей. Подключаем его к выходу. Вот. И для счастья, для полного обозначаем как ИЕК АВТД. Обозначаем этот узел. Вот. Теперь мы что делаем? Фильтр у нас подключен, это все подключено. Значит, теперь анализ. Теперь мы все вот эти характеристики убираем. Значит, надо... Вход у нас V3, да. V3 вход. V3. А выход у нас ИЕК АВТД. Вот так, да? Я его обозвал, по-моему. Да. Значит, ну, обозначаем тут диапазон, скажем, 100 кГц, скажем, от 10 Гц до 100 кГц. Вот. Хорошо. И тут, значит, добавляем
Значит, ну, эти нам не нужны. Значит, добавляем, во-первых, SQRT от SD. SQRT SD. Оно е с в квадрате. Правильно, да? Две закрытые скобки. SQRT SD. Оно в квадрате. Правильно. И сюда же всунем просто ONOISE. Так. Вот. Но делим только и то, и другое на 33. Помните, мы определили коэффициент усиления 33. Значит, чтобы у нас были приведенные ко входу данные, это 33. И то, и то. И выводим это дело на первом графике. Бык, бык. Это не выводим. Все правильно. Значит, 100 килоом, а тут не 0, а тут должно быть 10. О. Так, V3 и EEC awaited. ONOISE разделить на 33, и тут все. Ну, вроде все правильно. А, значит, еще надо Y-range автоматику поставить. Поехали. Так, вот так, чтобы они на разных графиках выводились. И ауто. Значит, эти. Ну все, выводим. Бжик. О. Значит, смотрим. Ой, мне надо еще эти поменять, чтобы были логарифмические. Мы хотим. Вот, смотрим. Вот это у нас, значит, спектральная плотность шумов. А вот это у нас, давайте утолщим их, чтобы лучше было видеть. О, отлично. Теперь смотрим, сколько у нас на 20 килогерцах выходные шумы. Ой, плохо получилось, надо это удалить. И по новой красивенько сделать вот так. О. Значит, что мы имеем на выходе? Мы имеем 910 нановольт. Ну, грубо 1 микровольт. 910 нановольт. На выходе ВВшника. И спектральная плотность, вон там по максимуму где-то сколько? Ну, 9 нановольт на корень с герц. Но это 574.1, это не сверхмалошумящий операционник, но тоже достойно. А давайте теперь посчитаем, сколько, если у нас вот это вот 0,91 микровольт, и сколько это у нас сигнал-шум нашего ВВшника 89-го. Значит, у нас входное напряжение у нас 1 миллион микровольт. Правильно? 1 миллион микровольт. А делим мы это дело на 0,91 микровольт, это 910 нановольт. Ага, вот. Значит, и делим на 0,91. Получаем сколько децибел? 120,8 децибела. То есть относительный уровень шумов ВВшника 89, 120 децибел. Вот так. Вот так мы с вами все просчитали сегодня. Вот это наш сегодняшний мастер-класс по шумам в аудиотехнике с расчетом их в микрокапе. На сегодня, наверное, завершаем, ребята. Спасибо за внимание.